Война. День 247. Ситуация на фронтах. Россия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, что является террором мирного населения и военным преступлением. Удары в основном направлены на электрические подстанции напряжением 330 тысяч вольт. Данные удары явно координируют российские эксперты в области энергетики, дабы урон был наиболее ощутимый. Таким образом, Путин надеется склонить Украину к переговорам, ожидая, что этого от властей потребует население Украины, оставшееся без света. Но ничего подобного в обществе не наблюдается. Решимость украинцев воевать сильна, как и раньше, а успехи на фронте лишь увеличивают ее. Альянс Свободы. Германия передала Украине дополнительные реактивные системы залпового огня Марс-2 и 4 самоходные артиллерийские установки Panzerгаубиц-2000. Таким образом, у Украины есть уже 5 Марс-2. Это немецкая версия М270 и является аналогом Хаймерс, только на гусеничном шасси и с 2 пакетами ракет вместо одного. Суммарное количество Panzerгаубиц-2000 в Украине теперь 16. Это немецкие дальнобойные САУ, они точные и удобные, но проигрывают в скорострельности советским аналогам и возможности вести столь интенсивный огонь. Также Германия передала 6155 мм снарядов к этим самоходкам. Восток. Украинские войска продолжают постепенно продвигаться к Сватово. Трасса Р-66 находится под огневым контролем, а ЗСУ подошли к ней вплотную. Н-26 севернее Сватова и вовсе перерезана. Таким образом, снабжение российской группировки Сватова осуществляется через Троицкое или Старобельск. В свою очередь, россияне предприняли атаку на Невское, но успеха не имели. На правом берегу Северского Донца российские войска атакуют украинские позиции в Белогоровке и Верхнекаменском с целью недопущения дальнейшего продвижения украинских войск в сторону Лисичанска. Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут. Тут российские войска пытаются прорваться к Красной горе через Солидар и Бахмутское, дабы окружить Бахмут с севера, но у них это не выходит. Более того, в результате контратаки ЗСУ они были отброшены на несколько километров. С юга атаки на Андреевку, Иванград и Курдюмовку были отражены. На Донецком направлении россияне атаковали Каменку, севернее от Авдеевки, но безуспешно. Продолжаются бои в Первомайском, Невельском и Марьинке. Атака на Новомихайловку была отражена. На южном фланге изменений не произошло. Юг. Информации с этого участка фронта крайне мало, хотя бои там идут ожесточенные. Россияне вывозят из Херсона различную технику, памятники и даже прах Потемкина, что свидетельствует о том, что они уже и сами не верят, что смогут удержать город. Появляется все больше кадров с российскими пленными. Подобное количество сопоставимо с Балаклейско-Купянской операцией. Правда, сейчас, учитывая насыщенность фронта плохо подготовленными и немотивированными мобилизованными, это может означать не столько успешное продвижение ЗСУ, а скорее нежелание воевать у россиян. Николаев подвергается непрерывным обстрелам. Бойцы 60-й бригады вошли в село Пятихатки, что свидетельствует о незначительных продвижениях ЗСУ. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, адекватными комментариями, подпиской и колокольчиком, и огромное всем спасибо, кто помогает каналу финансово.